Срочные новости. Как сообщают приближенные источники, сегодня в 7 утра по минскому времени Александра Лукашенко доставили в реанимацию. Пресс-секретарь отказывается комментировать информацию. По предварительным данным Лукашенко, доставили в самую элитную больницу Минска, где работают лучшие врачи Белоруссии. Там ему поставили диагноз – инсульт. Нашему близкому источнику удалось узнать, что же все-таки происходило с Лукашенко ночью и от чего у него так обострился инсульт. В 4 часа ночи у Лукашенко поднялась температура. В Доме правительства на эту ситуацию отреагировали тревожно. На фоне сложившейся вирусной ситуации все стараются уделять больше времени своему здоровью, и даже незначительная температура сейчас может дорогого стоить. Липовому президенту оказали быструю помощь, врачи остались, чтобы проконтролировать состояние Лукашенко. Через минут 30 ему полегчало и он лег спать, однако через 2 часа из комнаты Александра Григорьевича доносились очень странные звуки. Услышавший невнятную речь, один из медицинских работников кинулся на помощь, и вот как раз тогда начали всплывать все симптомы, присущие инсульту: внезапное помутнение сознания, проблемы с речью и с пониманием речи. Но это еще не все, у Лукашенко обострились сильные головные боли, один из глаз перестал функционировать, о чем диктатор невнятной речью постарался объяснить. Его в экстренном порядке на вертолете доставили в больницу, где оказали быструю медицинскую помощь. Сейчас состояние Лукашенко оценивается как тяжелое. Как думаете, какое будущее у Белоруссии Лукашенко? Я думаю, что диктатору пора оставить свое место. Также наш источник утверждает, что проблемы, связанные с инсультом у Лукашенко, появились вследствие постоянного употребления алкоголя и лишнего веса. Вся ситуация в Белоруссии очень печальная, такого наглого диктаторства мир давно не видел. Человек прослужил народу 26 лет и никак не может насытиться этой властью. Знаете почему? Да все очень просто: эти диктаторы никто без власти. Как только у них пропадет статус высшего чиновника, они всем автоматически перестанут быть нужными, потому что они пустые и как личность из себя ничего не представляют. Информация о том, что Лукашенко переживает не первый такой серьезный случай, проходила в СМИ не так давно. Появлялись слухи о проблемах со здоровьем президента Беларуси Александра Лукашенко. 65-летний политик якобы в июле перенес инфаркт. О проблемах со здоровьем многолетнего президента Белоруссии написали сразу несколько телеграм-каналов. Их авторы обратили внимание на необычное затишье вокруг персоны Александра Лукашенко. Он перестал появляться в эфирах белорусских телеканалов, нет сообщений об официальных встречах и даже телефонных переговорах. Хотя сейчас в Белоруссии идет избирательная кампания. И активность Лукашенко очень даже нужна. В телеграм-канале самого президента Белоруссии, Пул Первого, последнее сообщение, в котором упоминается Лукашенко, датируется 30 июля. И оно всего одно. В этот день Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Символично, что заканчивается пост о телефонных переговорах пожеланием со стороны Вучича здоровья Александру Лукашенко. Белорусские оппозиционные СМИ утверждают, что администрация президента хранит молчание и не пытается как-либо опровергнуть информацию о плохом здоровье президента. Согласно слухам, Лукашенко перенес тяжелый инфаркт и экстренно госпитализирован. Наблюдатели при этом отметили, что на последних фото и видеокадрах с Лукашенко, который проводил совещание Совета Безопасности, на его правой руке есть следы от катетера. В пресс-службе президента Белоруссии, правда, назвали это белой лентой, с которой он пришел на работу. Также известно, что некоторое время назад Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом он заявил сам. Лукашенко утверждает, что болезнь прошла бессимптомно, и он всю инфекцию провел на ногах. Возможно, коронавирус дал какие-то осложнения. В телеграм-каналах уже начали сравнивать нынешнюю ситуацию в Белоруссии с избирательной кампанией Бориса Ельцина в 1996 году, когда президент России перенес инфаркт на ногах, но вынужден был участвовать во всех публичных мероприятиях. Если с Александром Лукашенко что-то произойдет, то без сомнений власть перейдет к одному из его сыновей. У него их трое: Виктор, 1975 года рождения, Дмитрий, 1980 года, и Николай, 2004 года. В политике участвует только Виктор Лукашенко, он помощник президента Белоруссии по национальной безопасности и член Совета Безопасности. Дмитрий Лукашенко – председатель Республиканского государственно-общественного объединения, президентский спортивный клуб и член Национального олимпийского комитета.
Но общеизвестно, что следующим президентом Белоруссии сам Лукашенко хотел бы видеть 15-летнего Николая. К этой роли его готовят с раннего детства. Лукашенко всюду берет его с собой во время визита в другие страны. Как к этому относятся его старшие братья, у которых, несомненно, есть политические амбиции, неизвестно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.